Привет, это Стас. Благодарю за обратную связь, и именно поэтому это видео будет посвящено разбору нюансам лепки прошлого видео. Постараюсь сделать коротким и емким. В любом случае, независимо ни от чего, мы действуем по принципу от общего к частному. Сейчас как раз ты можешь наблюдать это самое общее. Это когда ты делаешь обрубовку относительную, просто заготовка. Это скулы, лоб, глазницы, челюсть, подбородок, носогубная складка. Все зависит от модели. В общих чертах относительно простая заготовка, но при этом с достоверными пропорциями. Если вдруг ты решил, что на начальном этапе с этим не получается, то можно все исправить уже ближе к концу. А нихуя, блядь! А нихуя! Проще говоря, начальный этап самый важный, и если не уделить ему должного внимания, то впоследствии будут вылезать косяки, которые трудно исправить. И вот когда у нас уже обрубовка готова, некое подобие простого черепа, мы начинаем ее обращивать мускулами. Мускулы располагаются так, как и в жизни, под кожей. Этому также нужно уделить внимание, потому что они в целом потом складывают впечатление проработанности. Также лепим заготовку для глаз. Когда наши два первых этапа готовы, то в целом заготовка уже становится вполне узнаваемая по отношению к финальному изделию. И у нас остаются только проработки всяких мелочей, типа там морщины, складки, текстуры кожи, финальная обработка. После того, как нанесли мышцы, мы начинаем их разглаживать круглыми стеками, чтобы они сильно не были разглажены и достаточно, чтобы были видны под кожей. Стоит уделить большое внимание области вокруг рта, скулам и надбровным дугам. Это именно те части, которые характеризуют тролля и придают ему мужественности. Также нужно подумать о складках, возрастных изменениях, которые будут осуществляться уже после того, как разгладишь. И сильно тут переусердствовать не надо, иначе он будет похож на жеванный сапог. Но и если немного о роге, а рога у него все-таки присутствуют, бивни или рога, что-то в этом роде. Они также от общего к частному. Сначала мы делаем набросок, а после выглаживаем, выравниваем, растягиваем, разглаживаем и делаем мельчайшую проработку. После того, как мы нанесли все возрастные изменения, складки, не возрастные изменения, в целом проработали текстуру, у нас могут остаться после стеков всякие там вмятины, черкаши и прочая лабуда. Ее можно исправить с помощью бензина для зажигалок. Почему именно бензин для зажигалок? Потому что он без запаха. На самом деле можно работать любым растворителем, который будет растворять пластилин. Вот. Но бензин для зажигалок запаха не имеет. А если ты дома будешь работать с простым растворителем, то высокая вероятность того, что ты получишь пиздюлей. Работать именно трудно, наливаешь небольшое количество, потому что он быстро испаряется, и промакивая кисточку в него, начинаешь разглаживать деталь. Сильно он не разъедает, в принципе удобно, ну, попробуешь, посмотришь. Ну и как вариант, если прям хочешь запариться, то можешь разглаживать с помощью целлофана. Также с целлофаном удобно работать с морщинами, с мимическими морщинами, с возрастными морщинами, со складками на лбу, носогубными складками, ну и также губами. Потому что когда ты работаешь стекой или иглой, ты делаешь просто дырку, и получается сложнее выравнивать. Вот. Но когда ты делаешь это с целлофаном, вся площадь стягивается к центру поверхности, куда ты ткнул иглой или стекой. Этот прием с целлофаном я изначально использовал для видео, только чтобы продемонстрировать тебе более простой способ работы с морщинами, с разглаживанием в целом. Мне удобнее работать без целлофана. И то, о чем я говорил в самом начале, когда ты уже все сделал, все морщины прорисовал, глаза, веки, ноздри, все. Смотришь, у тебя изначально построение было неправильное.
Давай по новой, Миша, все хуйня. Так что не пренебрегайте основами изначального построения, двигайтесь от фундамента к крыше, и все у вас будет получаться. А теперь большое спасибо тебе за то, что ты посмотрел это видео. Если было интересно, то ставь лайк, подписывайся и оставляй комментарий. Это мне поможет в развитии моего канала. Ну а тебе я желаю всего самого лучшего. Пока.